Здравствуйте, меня зовут Илона, я астролог, и в этом видео я предлагаю вам рассмотреть соляр, связанный с зачатием ребенка у женщины. И, собственно, этот соляр интересен тем, что искали не ребенка, искали вопросы рабочие, о работе, о реализации. Ну вот, скажем так, таким вот дополнительным бонусом еще нашли и указания на ребенка. И потом эти указания действительно реализовались. Каждый соляр мы рассматриваем сначала отдельно солярную карту и потом уже с наложением на карту рождения. Ну и также нужно смотреть, естественно, есть ли потенциал для соляра в карте рождения. Например, если в карте рождения нет указания на большие деньги, а в соляр на какой-нибудь год очень плотно забитый там второй дом или еще какие-то указания есть, их можно, естественно, считать долго, рассматривать, то это не факт, что все-таки человек разбогатеет. Максимум ему может, конечно, упасть какое-то счастье с неба, но это тоже надо смотреть, есть ли везение, есть ли удача или склонность к выигрышу в карте рождения. Но сам соляр, он бессилен против показания натальной карты. И изменить какую-то там конкретные заложенные показатели от рождения он не может. Но он может немножко внести коррективы. Например, если у человека вообще не было денег, и тут в один год он там купил машину, выиграл в лото, и ему повысили там на чуть-чуть зарплату на работе, то это, конечно, для него будут события, и он это увидит. Ну, можно это увидеть в карте соляра и так далее. То есть это с каждой сферой, и что касается соляра. Ну и, естественно, для подтверждения нам еще нужны дирекции и прогрессии. Если в дирекциях нет, например, указания на ребенка, то в карте соляра эти указания, они могут и должны быть интерпретированы немножко по-другому. Или, во всяком случае, не связанными с рождением ребенка. В данный соляр он был соотнесен с дирекциями. Там было видно, что указание на ребенка есть. И в ближайшие там, несколько лет эта тема реализуется. Поэтому давайте рассмотрим, как же это проигралось в соляре. Это карта женщины. Она уже достаточно состоявшаяся и имеет уже взрослого ребенка. Развивать детскую тему она уже не планировала, поэтому ребенок был для нее неожиданностью, как и новость о нем. Ну и давайте посмотрим, как же здесь проигрывается эта тема о зачатии. Потому что это был год, когда ребенок, вот произошло только зачатие и беременность, но ребенок еще не успел появиться на свет. Потому что рамки соляра, естественно, ограничены одним годом. И на что мы будем смотреть? Ну, естественно, нас интересует для начала наш асцендент. Он попадает во Льва. Достаточно уже можно сказать, что год отметится чем-то очень серьезным в жизни человека, потому что уже если асцендент попадает во Льва, то человек сам для себя вот стает очень неожиданным, и другие его тоже замечают сильнее, чем в другие года. И мы видим, что Солнце попадает в 10-й дом, то есть какая-то цель очень серьезная реализуется. И это, естественно, может быть цель, связанная с карьерой, тем более, что здесь идет связка 10-11, то есть это какие-то, например, группы, компании, реклама и связана со вторым домом. То есть это уже можно говорить о том, что, например, повышение зарплаты, продвижение по карьерной лестнице и в целом может быть даже открытие своей фирмы, если человек этого захочет. То есть такой вот достаточно благоприятный показатель на возвышение, на то, что человек вообще этот год запомнит и сможет в этот год достичь чего-то значимого очень для себя. Ну и далее мы смотрим по цепочке диспозитора. Вот Солнце и Меркурий, они у нас в Тельце.
И если говорить о том, как проигрывается такая комбинация, то мы должны вспомнить, кто управляет Тельцом. Тельцом управляет Венера. Поэтому мы смотрим, что вот Солнце, дела Солнца, то есть самого натива этой женщины, и ее финансы, и вот 11-й дом, то есть какие-то окружения, мысли, планы, они будут зависеть от каких-то дел, а точнее от какой-то персоналии в 11 доме. Потому что Венера чаще всего в солярах она показывает не так какие-то обстоятельства или коллектив, как может показывать и человека. Потому что личные планеты, они часто проигрываются именно как люди, а иногда даже и как животные. Это все зависит, естественно, от той среды, где живет человек. Например, если ему очень дорога собака, то она тоже видна как планета. В моей практике это действительно было. И здесь мы видим, что вот от Венеры какой-то зависит очень сильно состояние нашего натива, этой женщины. И смотрим, что Венера, во-первых, в 11 доме. Здесь можно предположить, что это может быть, например, коллега, какая-то там женщина, подруга, коллега. И мы видим, что здесь еще и восходящий узел. И понимаем, что в этом доме 11 будут происходить какие-то новые дела, вот что-то именно такое, чего раньше не было. Это очень хорошая возможность, какие-то открытые двери. И здесь мы вспоминаем сигнификацию 11 дома, то есть коллектив, планы, единомышленники, но также и детская тема. Потому что ось 11-5, точнее 5-11, как проще, логичнее называть, она отвечает еще за детскую тему. И мы видим, что вот у нас узлы, они акцентируют как раз эту тему. Ну, впрочем, это может быть, допустим, и тема творчества, потому что наша вот рассматриваемая женщина, натив, она и творческий человек тоже. То есть ей это не чуждо. Поэтому, возможно, это просто ее коллега. Давайте смотреть дальше. Мы видим, что у Венеры идет трин на Луну, и вместе с Марсом они образуют вот такой вот красивый большой трин. И получается таким образом очень гармонично, приятно соединяется тема вот 11 дома, допустим, детей, тема 3 дома, то есть ближайшего окружения, и тема 7 дома, тема партнерства. И еще это затрагивает у нас, вот если Марс мы посмотрим, он управляет 9 домом. Это, конечно, дом может быть и юриспруденции, и славы, и какого-то почета. Поэтому можно говорить о том, что все-таки, поскольку наш натив творческий, то достичь какой-то славы определенной, тем более, что здесь вот Лилит, то есть ему очень хочется этого достичь, можно будет. И это будет достаточно легко и продуктивно с помощью других людей, потому что Марс вот в 7 доме, то есть кто-то ей поможет хорошо. Но также не забываем, что 9 дом – это еще и дом медицины и вот каких-то медицинских, например, проверок. И в связи с этим мы можем посмотреть, что у нас идет Венера, как 11 дом, и 9 дом. И здесь уже 5-9 как раз могут наталкивать на мысль, что если это ребенок, то, естественно, придется нашей клиентке ходить к врачу, обследоваться и, в общем, быть на учете, естественно. И Луна. Смотрим, чем же управляет Луна. Луна управляет 12 домом, и она здесь очень гармоничная, но тем не менее она вот накладывает какие-то ограничения и какую-то тайну на окружение нашей кверентки. То есть можно сказать, что какой-то привычный, скажем так, коллектив, привычный ритм жизни, вот ее маршруты, они могут быть изменены. Причем изменены, не в лучшую сторону. Нельзя сказать, что это что-то проблематичное, но, допустим, если ей придется меньше передвигаться, то это как раз может быть связано и с ребенком, с беременностью. Но это пока, скажем так, теоретически мы рассматриваем, допустим.
Дальше мы видим, что Венера еще делает квадрат на Нептун. Нептун у нас стоит в 8 и управляет тоже им. И, собственно, что это нам дает? Мы видим, что от этой Венеры либо идет утечка денег, и также она может свидетельствовать о каких-то очень таких нехороших состояниях, как затуманивание какого-то, выпивание, например, употребление веществ. Или если мы ложимся в больницу, то это тоже таблетки, это лекарства, это, например, наркоз. И вследствие этого мы видим, что вот с Венерой еще связана такая вот тема. Тема какого-то здоровья или нездоровья. Потому что здесь Нептун явно влияет как-то не очень хорошо с квадратом. Это мы рассмотрели. И дальше стоит, естественно, еще искать подтверждающие факторы. И мы смотрим на куспид 5-го дома. Он попадает в Стрельца. И поэтому мы смотрим на Юпитер. Юпитер у нас очень хорошая плодовитая планета. Она стоит в близком очень соединении с Плутоном и в 6-м доме. Опять поднимается тема здоровья, то есть то состояние, которое может быть от Нептуна у нашей клиентки, вот какое-то состояние затуманивания, задурманивания, лекарств, то мы видим, что вот Плутон, Сатурн и Юпитер, они тоже говорят: следи за своим здоровьем, что-то будет обязательно по здоровью. Естественно, это может перекликаться и с работой, потому что у нас здесь 10-й дом вот заполнен и 6-й дом, конечно. Но когда мы рассматриваем, то должны смотреть на разные ракурсы. И в данном ракурсе мы просто пока рассматриваем, анализируем возможность ребенка. Поэтому вот следи за своим здоровьем, то есть 5-й дом в 6-м. И здесь как бы тема детей связана с темой здоровья самой клиентки. Естественно, мы сначала можем предупредить, чтобы она всячески оберегала уже выросшего ребенка. И также можно здесь еще говорить о том, что как-то вот тема детей и тема ее конкретно здоровья может быть связана. Ну, а это как раз бывает, когда наступает беременность. И также, что мы можем еще посмотреть? Юпитер в соединении с Плутоном, а Плутон управляет 4-м домом. И это классическая формула зачатия, то есть 4-й плюс 5-й. И тем более такие плодовитые, шикарные планеты. И они как раз акцентируют тему здоровья. Смотрим еще и на Сатурн. Сатурн еще раз подтверждает тему здоровья. То есть он управляет 6-м и стоит в 6-м. Поэтому если вот Юпитер и Плутон, они дают плодовитость, то есть как бы зачатие само, то Сатурн может говорить о процессе, когда тяжело выносить, тяжело сохранить ребенка, когда вот ну, какие-то препятствия могут быть, либо по здоровью надо будет прикладывать очень много усилий, чтобы вот это вот 4 плюс 5 эти, собственно, зачатие это сохранить и вырастить до полноценного ребенка. То есть, чтобы беременность протекала хорошо и благополучно. Также можно еще обратить внимание, что вот Юпитер и Плутон в связке делают секстиль на Нептун. И опять возникает тема лекарств и каких-то странных состояний. Естественно, если рассматривать с точки зрения работы и характеризовать работу, то можно говорить уже ну, что-то более позитивное в этом ключе, особенно если работа творческая, то это могут быть уже и какие-то деньги, доходы, пускай не совсем определенные, но тем не менее их может быть даже много. Но вернемся к теме ребенка. Здесь еще можно посмотреть на ось 1,7, потому что, естественно, в рождении, в зачатии ребенка еще берет участие и другой человек. И здесь мы видим, что у нас в 7-м доме Марс, партнер в нашей жизни обязательно будет присутствовать и будет очень активным. И также, что вот партнер у нас близок к 10-му дому. То есть мы думаем о своем статусе, связанном с партнером. Мы думаем о его, например, каком-то, скажем так, социальном
продвижении. И у нас как раз этот наш партнер, он меняет, влияя на наш 10-й дом, меняет нашу социальную позицию, наш социальный статус. То есть, грубо говоря, вот если это там муж, то он делает нас мамой, и, собственно, у нас статус меняется. Это такие, ну, достаточно быстрые рассмотрения самого соляра. Ну, а сейчас давайте попробуем его наложить на карту рождения. Что мы увидим? Будут ли подтверждаться эти моменты или нет? Так, и это наложение карт. Что мы здесь видим? Во-первых, очень активна ось 1,7. Вот мы видим, что асцендент солярный попадает в 7-й дом натала, и, соответственно, десцендент попадает в 1-й дом натала. И мы понимаем, что вот партнерские отношения очень и очень важны. И также такие вот показатели, они часто бывают, например, в дни, в годы свадьбы, зачатия детей, каких-то, ну, семейных изменений. Дальше нам надо посмотреть еще на ось 4, 10. И мы здесь видим, что в 10-й дом попадает 5-й дом солярного гороскопа, а в 4-й дом попадает 11-й дом вот этого вот солярного гороскопа, солярной карты. И плюс в 4-м доме еще 11-й и 4-й соединяется Венерой. То есть Венера попадает в 4-й дом натальной карты. Таким образом, она соединяет темы 11 и 4. И опять всплывает вот эта вот формула, когда мы говорим о детях. И, собственно, здесь уже картина, ну, более ясная. Ну и плюс, конечно, тема детей как главная тема года, вот 5-й в 10-м доме натальном, он уже, ну, непосредственно четко говорит о том, чем будет заниматься и чем будет занят постоянно наш клиент. Дальше можно еще проверить 11 и 5, что туда попадает. В 5-й дом натальный попадает на ось 5 и 11 натальных домов, попадают узлы, которые стояли в 11 и 5 в солярном доме. То есть еще раз эта тема подчеркивается теперь уже узлами. И в этом плане можно говорить, что, ну, как-то здесь уже судьбы не избежать. И таким вот образом, исходя из этих показателей, уже можно известить клиента о такой возможности. И если, например, это клиент ищет себе партнера или уже нашел, проживает вместе с ним или в браке, и это клиент вполне такой детородного возраста, то, естественно, может быть и зачатие, и рождение ребенка на таких показателях. По факту потом так получилось, что действительно клиентка, она не очень ожидала такого события, но тем не менее оно случилось и было достаточно поворотным в ее жизни. И таким вот образом мы видим, что в соляре оно тоже проигралось. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще больше разных видео и разборов. Можете писать свои темы, предлагать в комментариях. Если у вас есть вопросы, либо вы хотите разбора своей карты на предмет детей, личной жизни, денег или карьеры, или переезда и так далее, то вы можете обращаться в контакты под этим видео. Хорошего вам времени суток. До свидания.